Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы с вами сделаем наращивание на верхние арочные формы, а также стемпинг-дизайн в технике реверсивный стемпинг, раскрашенный гель-лаками. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Ну а прежде чем приступить к наращиванию, мне нужно снять старое покрытие, а ему ни много ни мало 7 недель, почти 2 месяца. Возможно, с этим покрытием я проходила бы еще недельку, но буквально на днях на указательном пальце скололась часть дизайна, и этот момент меня немножко подбешивал, поэтому я села переделывать ноготки. Ну а на мизинце, как вы видите, и на остальных ногтях, в принципе, и дизайн, и покрытие, все держится замечательно. Керамической фрезой кукурузка с зеленой насечкой я снимаю старое покрытие. Свои ноготки довольно хорошо отросли, но так как я решила делать наращивание, при помощи этой же фрезы спиливаю свободный край. Следующим этапом при помощи пушера я приподнимаю кутикулу и лопаткой проверяю, нет ли у меня в подкутикульном пространстве каких-нибудь склеек. Пилочкой 180 грит я дорабатываю свободный край, спиливаю его по максимуму, насколько это возможно в моем случае. Также я снимаю липидный слой с отросшей части ноготка, да и вообще пилочкой, скажем, выравниваю полностью ногтевую пластину. У меня очень разросшиеся гипонихи, поэтому вот прям в ноль спилить свободный край я не спиливаю. Вот сами посмотрите, то есть видна розовая такая часть гипонихи, она видимая, но при этом также есть и такая полупрозрачная часть гипонихи, которая также с внутренней стороны, скажем, наросла на свободный край. Именно поэтому пилочкой и свободный край я подпиливаю очень аккуратно, ровно до того момента, пока этот процесс не начнет вызывать у меня какие-то такие неприятные ощущения. Дальше в ход идет алмазная фреза, почка с красной насечкой. С ее помощью я очищаю птеригий в пазухах и также немного шлифую боковые валики от роговевших частиц кожи. По большому счету, основную часть птеригии я спилила пилкой на предыдущем этапе. А тут я по большей части очищаю пазухи, глубоко в подкутикульное пространство фрезой не лезу, поэтому буквально 2-3 проходки и пазухи чистые. В этот раз кутикулу решила срезать кусачками. На самом деле для меня нет разницы кусачки либо ножницы, но вот как оказалось, под камеру все-таки для меня удобнее делать срез ножничками. Кусачками это как-то было совсем неудобно. Ну а вот те самые верхние арочные формы с AliExpress, которые у меня уже давно лежат, но руки почему-то до них никак не доходили. Тут удобная для хранения коробочка, 12 размеров, каждого размера по 10 штучек, формы пластиковые, многоразовые и на первый взгляд довольно неплохие. Самые большие формы нулевки для моего большого пальчика, ну вот прям очень большие. Ну и самый маленький размер 11 для моего мизинчика, конечно же, прям очень маленькие. В принципе, размерный ряд, на мой взгляд, довольно хороший. Но давайте рассмотрим эти верхние формы более детально. Что касаемо арки, то глядя в торец, мы видим, что арка тут в принципе неплохая. Пластик плотный, упругий, и если попробовать сжать арку на торце формы, то, в принципе, нужно затратить немало усилия. Но такая упругость, она не по всей длине формы. У той части формы, которая будет ближе к кутикуле, толщина пластика заметно тоньше. Не знаю, как вы, но я редко наращиваю такую длину. Поэтому я взяла и, скажем так, подрезала форму где-то наполовину. И что мы видим? Пластик тут уже намного тоньше, и сама арка стала уже, скажем, не 50% от круга. То есть, если такими формами наращивать не по всей длине самой формы, то по-любому нам придется поджимать немного арку.
Стоит отметить, очень удобно, что на каждой форме есть отметки для выкладки материала по длине и по форме. Но вот что меня очень смутило, то что от наивысшей точки до свободного края а, идет, знаете, такой как бы выемка, впадина, хотя тут должна быть абсолютная прямая. На тот момент я подумала, все-таки материал мы выкладываем не поверх формы, а во внутреннюю часть. Возможно, после выкладки материала, после полимеризации все это выровняется и у нас будет четкая прямая. Но, увы, об этом немного позднее, а сейчас давайте покажу, как я подбираю форму под размер своих ноготков. Конечно же, очень важно, чтобы форма полностью закрывала точки вроста, но тут нам еще также важны и нижние параллели. И если при правильной постановке формы вы выстраиваете правильно нижние параллели, а при этом точки вроста у вас открываются, то лучше взять форму на размер больше. В противном случае, если мы опустим форму, тем самым опустив нижние параллели, то арки у нас, хорошей арки, скажем так, у нас не получится, потому что потом, после полимеризации материала, нам нужно поднимать эти параллели, ну и, соответственно, арка у нас вся спилится. При помощи маркера на верхних формах я ставлю отметку, откуда у меня будет начинаться новый, скажем так, свободный край. Наращивать я буду строительным гелем от компании Beauty Lux, цвет под номером 11. Этот гель по консистенции такой средней вязкости, ближе к жидкому. Изначально я выкладываю материал в той части формы, где у нас будет свободный край. Для этого я, собственно, и делала пометку маркером. Толщина слоя где-то примерно миллиметр. Заготовки полимеризую в лампе в течение 60 секунд. В итоге такие заготовки я сделала на все 5 ноготков. Теперь мне нужно подготовить ногтевые пластины. Я наношу дегидратор, обезжириваю ноготки, наношу праймер. Он служит своего рода двухсторонним скотчем. И, конечно же, флекси-базу тонким втирающим слоем. После полимеризации базы дисперсионный слой я не снимаю. Теперь можно приступать к наращиванию. В форму я докладываю строительный гель, но уже в ту часть, в которой у нас, собственно, и будет происходить сцепка с ногтевой пластиной. Отступив примерно миллиметр от линии кутикулы, я прикладываю форму, слегка ее прижимаю и устанавливаю прищепку как раз у основания кутикулы. В таком состоянии полимеризую в лампе буквально там 5-10 секунд. После этого я переворачиваю ноготок и при помощи кисточки выравниваю материал с внутренней стороны. После этого этапа я полимеризую материал в течение 30 секунд. Этого времени достаточно для того, чтобы можно было еще немного поджать арку. В момент поджатия арки верхние формы сами отскакивают от покрытия. На этом этапе их, в принципе, уже можно убрать и еще немного поджать арку. Я это делаю тонкогубцами. Поджимаем арочку и ждем, пока материал остынет. После этого отправляем ноготок в лампу уже на полную полимеризацию в течение 60 секунд. После полимеризации на поверхности образовался дисперсионный слой, его я удалила, ну и сейчас вот пилю. А пилю я длину, потому что все-таки, так как я люблю подольше походить со своими ногтями, подумала, что через месяц длина будет совсем для меня неудобной. Ну и хочу заметить, что подпиливая свободный край, толщина торца у меня не увеличивалась, потому что выкладывала я ее, как вы помните, отдельно, и там по всей длине свободного края толщина плюс-минус одинаковая. К тому же нужно сделать плавный переход со стороны кутикулы к наивысшей точке. Ну, в общем, в любом случае без пилежки тут не обойтись.
После опила, смахивая пыль, я наивно полагала, что на этом наращивание закончено и можно приступать к дизайну. Но не тут-то было. На первый взгляд все довольно неплохо. Нижние параллели на месте, точки вроста закрыты, но, вы знаете, вот эта вот впадина от наивысшей точки до свободного края, вот я ее просто на ощупь чувствовала, и мне это прям покоя не давало, так что пришлось в итоге все-таки докладывать материал. На указательном пальце ноготок у меня самый клюющий, поэтому с внутренней стороны ступенька такая довольно заметная. Но что меня больше всего порадовало, при такой выкладке материала с внутренней стороны мне вообще не пришлось ничего не выпиливать, не подпиливать фрезами. То есть внутреннюю часть я вообще не трогала. Доложить материал я уже стараюсь в технике без опила. Сначала тонкий скользящий слой, затем немного материала докладываю и при помощи тонкой кисточки линейной выравниваю поверхность. Переворачиваю ноготок, конечно, центрую и, собственно, полимеризую в лампе в течение 60 секунд. Ну вот, собственно, теперь ноготки мне больше нравятся и можно приступать к дизайну. После полимеризации на поверхности образуется дисперсионный слой, его я удаляю. Ну вот теперь точно можно приступать к дизайну. С пластиной для стемпинга я хочу отпечатать принт жирафа, но для этого мне понадобится лак для стемпинга с липким слоем. Я буду использовать белый лак для стемпинга от компании Dance Legend. Также мне понадобятся неоновые пигменты. Этот дизайн я делала в первых числах октября, осень в самом разгаре, но вот на тот момент я не знала, когда же это видео выйдет в эфир, так как понимала, что должно пройти как минимум 3 недели, чтобы показать вам, как, собственно, это наращивание и этот дизайн продержались у меня на ноготках. Ну а тем временем я отпечатала рисунок с пластины и теперь при помощи кисточки вбиваю различного цвета пигменты. Лак подсохнет, пигменты прилипнут к этому лаку, и затем можно будет кисточкой смахнуть лишний пигмент. Теперь кисточкой, смоченной в ацетоносодержащей жидкости, я избавляюсь от остатков пигмента и от тех элементов, которые мне не нужны. Так как планировался осенний дизайн, я подобрала пластину, на которой был замечательный кленовый листок. Также мне хотелось прям буйства красок, знаете, желтый, оранжевый, зеленый, красный. Ну, собственно, поэтому я и взяла вот такие вот гель-лаки. На палитру выставила буквально по капельке. Этого будет достаточно для того, чтобы на всех ноготках сделать себе такой вот реверсивный стемпинг. При помощи обычного клея для фольги на прозрачном штампе я делаю такую вот подложку, для того, чтобы гель-лак в дальнейшем не скатывался, когда я буду раскрашивать вот этот самый кленовый листок. После того, как клей для фольги станет прозрачным, можно раскрашивать лепесток. При этом раскрашивать можно прямо на штампе, смешивая цвета. Конечно же, после того, как мы раскрасим листочек, нужно заполимеризовать это все в течение буквально 5 секунд. Так как гель-лаки особо пигментацией похвастаться не могут, также с обратной стороны я закрашиваю обычным белым лаком, для того, чтобы цвета смотрелись ярче и насыщенней. После того, как белый лак хорошо высохнет, можно переносить рисунок уже на ноготок. При этом липкую подложку мы никакую не делаем, так как на штампе у нас есть клей для фольги. Слайдер получился тонкий, он замечательно распределился на неплоском ноготке, нигде ничего не торчит. Собственно, можно, в принципе, и уже перекрывать такой дизайн. Но я решила добавить еще веточку рябины с пластины от Dance Legend и 2 тыквы. Отпечатала на штамп рисунок, при помощи клея для фольги сделала тонкую подложку. Ну, если ее можно так назвать, конечно, ее в принципе этой подложки не будет.
После того, как клей высохнет, можно приступать к раскрашиванию гель-лаками. Раскрасила рисунок гель-лаками, в лампе заполимеризовала буквально там 5 секунд. Тут, конечно, еще зависит от вашей лампы. У меня лампа 48 ватт. И все, можно, собственно, переносить рисунок уже на ноготок. Ветки рябины немного выходят за рамки ногтевой пластины, поэтому я полученный слайдер подрезаю ножничками и затем уже при помощи салфетки, смоченной в ацетоносодержащей жидкости, удаляю лишнее. На этом этапе уже тоже можно было закончить дизайн, но мне захотелось еще и 2 тыквы, в общем, сделать, поэтому отпечатываю еще 2 тыквы. Также раскрашиваю и переношу на ноготки. Если вы думаете, что на 2 тыквах я остановилась, то нет. Когда в итоге я посмотрела на то, что у меня получилось, мне захотелось добавить чего-нибудь черненького, а точнее каких-нибудь надписей. И вот тут я перерыла очень много своих пластин с различными надписями, но как-то вот настроение с надписями у меня не совпадало явно. В итоге выбрала надпись Paint Your Nails и разделила ее на 3 ноготка. В переводе с английского звучит вроде как «нарисуйте ногти». Ну вот куда еще рисовать? Рисовать больше некуда, поэтому вот такая надпись. Ну вот на этом я все-таки решила остановиться, и теперь мне остается только перекрыть стемпинг дизайн таким слегка выравнивающим слоем базы. Я использую биобазу от Dance Legend и затем уже слоем топа. Ну и вот так бы выглядел дизайн под глянцевым покрытием. Но мне нравится больше все-таки матовое покрытие, поэтому я перекрываю дизайн топом сатин от Dance Legend. На правой руке особо заморачиваться с дизайном мне уже не хотелось, поэтому я просто там на каждый ноготок по листочку и по надписи. Вот, собственно, что у меня получилось. По поводу верхних форм, если в качестве подложки, то довольно неплохо, но вот без выкладки сверху еще вот материала мне как-то не очень понравилось. Ну а то, что я сначала полимеризовала новый свободный край, а уже затем ту часть, которая крепится к ногтевой пластине, этот способ мне тоже не внушал особого доверия. Единственное, в чем я была уверена, так это в том, что дизайн будет держаться. Тем не менее, спустя месяц все покрытие на месте. Единственное, подстерлись немного углы, торцы, но, на мой взгляд, покрытие держится неплохо. Единственное, матовый топ, он стал чуть ли не глянцевым, ну а дизайн, как я и предполагала, замечательно держится. Если честно, не знаю, когда я в итоге буду делать коррекцию. Планирую походить с этими ноготками еще месяцок. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!